привет и добро пожаловать на мой канал. Я преподаю английский язык во Вьетнаме уже больше 3 лет. За этот период у меня накопился внушительный опыт работы в частном английском центре и государственных школах. Поэтому я решила поделиться своим опытом с начинающими учителями, с теми, кто хочет приехать преподавать во Вьетнам, но не знает, с чего начать. Как устроиться на работу, как искать эту работу, какие есть подводные камни в преподавании английского, сколько зарабатывает учитель. Все это вы узнаете из этого ролика. Прежде всего хочу начать с особенностей преподавания во Вьетнаме. Во Вьетнаме преподается английский как второй язык, English as a second language. Это направление имеет особую специфику работы, о которой мы поговорим далее. Классы во Вьетнаме обычно делятся на 3 группы: Kindy, Kids и Teens. Возраст Kindy от 3 до 7 лет, Kids от 7 до 12 и Teens от 12 до 18 лет. Во Вьетнаме вы можете работать в нескольких образовательных учреждениях. Детские садики, простые государственные школы, частные или международные школы с обычным расписанием, частные вечерние центры, преподавать на дому, то есть быть репетитором, а также вести уроки онлайн. Во всех школах есть определенная структура урока, то есть вне зависимости от того, где вы работаете, вы придерживаетесь определенной структуры урока. Сначала идет warm-up. Чаще всего это какая-то песенка, вступительный разговор, такой small talk, если дети уже постарше. Далее идет проверка домашнего задания. Вы делаете ревью того, что было у вас на предыдущем уроке. То есть вы проверяете задания у детей, если находите какие-то ошибки, объясняете материал снова, поправляете детей. Затем идет основная часть урока, где в основном идет теоретическая база, вы преподаете какой-то новый материал, параллельно проверяя периодически у детей, понимают ли они, о чем идет речь, следите за тем, чтобы дети были вовлечены в урок. Следующий этап – это закрепление, то есть вы делаете определенные упражнения в учебнике, возможно, делаете какие-то activities в классе, игры, квизы, все, что позволит закрепить материал, который преподается на уроке. Далее идет кратенькое ревью того, что вы прошли на текущем уроке. Это может быть буквально пара вопросов, какая-то заключительная проверка слов, заключительная проверка грамматики. Это зависит от темы урока. И в самом конце урока идет поощрение детей за работу. Система поощрения – это особый момент, на котором стоит сфокусировать внимание. В нашем центре разработана система поощрения долларами. После каждого урока дети получают определенное количество долларов за свою работу. Самые лучшие получают $3, среднячки получают $2, и те, кто просто присутствовал, но особо так не был вовлечен в урок и либо плохо знает материал, получают $1. Для того, чтобы определить, кто лучший, а кто худший в течение урока, я веду свою систему оценивания. Я пишу имена детей на доске, напротив каждого имени ставлю магнитик. И также пишу цифры от 1 до 8. Когда ребенок дает правильный ответ, я просто двигаю магнитик, и, соответственно, в конце урока я вижу, кто из детей работал наиболее активно, кто менее активно, и, соответственно, кто лучший, кто худший по результатам урока. В разных центрах, в разных детских садиках может быть абсолютно разная система поощрения. Вы можете придумать свою собственную систему. Например, моя система хорошо очень работает в частном вечернем центре, где у меня в классе не так много детей. То есть у меня в среднем в классе от 6 до 16 детей, это зависит от группы. В государственных школах и в детских садиках обычно очень много детей. В государственных школах может быть до 40, 50 или 50 человек в классе. Это очень много. Соответственно, в таких случаях проще делить класс на команды и делать командную работу. Например, писать на доске команда 1, команда 2, команда 3 и ставить галочки каждой команде, то есть каждому участнику команды за правильный ответ. И опять же в конце урока выяснять, какая команда сегодня лучшая. Система поощрения также помогает контролировать дисциплину в классе. Если ученик ведет себя плохо, вы снимаете ему баллы за урок, соответственно, он не получает в конце урока никакого поощрения, никаких долларов, никаких звездочек, стикеров. Если ученик продолжает вести себя плохо в течение урока, после сделанных замечаний, если на него ничего не действует, нужно подходить к этому случаю индивидуально, возможно, просить вьетнамцев помочь, чтобы они поговорили с его родителями, возможно, придумать какой-то свой собственный подход. Если у ребенка достаточный уровень английского, может быть, самостоятельно с ним поговорить после урока, выяснить причины, почему он так себя ведет.
Чаще всего дети ведут себя плохо, потому что у них нет достаточной мотивации заниматься в центре. Почему ее нет? Потому что им просто лень, родители заставили, они не видят смысла учить английский. Так что, может быть, для начала стоит попробовать найти эту мотивацию для ребенка. Но если упорно ничего не помогает, потому что бывают разные случаи, но тогда уже просить, как я сказала, просить вьетнамцев помочь, поговорить уже с ребенком на вьетнамском, поговорить с его родителями, найти какие-то пути решения, чтобы ребенок вел себя хорошо. У учителей английского во Вьетнаме обычно есть помощник. Он называется teacher assistant или вьетнамский ассистент, дословно ассистент учителя. Teacher assistant помогает контролировать дисциплину в классе, проверять домашние задания, отмечать, кто присутствует на уроке, кто отсутствует, помогает перевести материал на вьетнамский язык. Поэтому крайне важно, чтобы у вас в классе присутствовал TA, особенно если вы работаете в детском садике, либо в государственных школах, где очень много детей в классе. Особенно в детском садике, потому что, вы сами понимаете, когда вы приходите в детский садик, дети еще очень маленькие. В группах они еще вообще не знают английский, и коммуникация практически невозможна, потому что вы говорите на английском, они говорят на вьетнамском, и то даже не всегда хорошо, они еще очень маленькие, даже вьетнамский иногда еще не знают толком. Соответственно, без teacher assistant вы просто не сможете нормально донести свою мысль до детей. Та же самая история в государственных школах. Обычно у детей в государственных школах также не очень глубокие знания английского, причем это не зависит от возраста. Бывает, что приходишь преподавать в secondary school, и тоже знания очень относительные. TA в государственных школах может присутствовать даже и в средней, и даже в старшей школе. Опять же, почему? Потому что там очень много детей в классе. Как я уже говорила, там может быть 40 или даже 50 человек, и контролировать такое количество детей одному учителю иностранцу просто не всегда предоставляется возможным. Если вам предлагают работу, особенно в детском садике, и говорят, что у вас не будет teacher assistant, я советую вам очень серьезно подумать над этим предложением и просто взвесить свои силы, взвесить за и против. Потому что возможно, вы просто не сможете адекватно работать с детьми без вьетнамского помощника. Я бы очень сильно задумалась над таким предложением и либо требовала бы все-таки, чтобы у меня был teacher assistant в классе обязательно при работе с маленькими детьми, либо же вообще отказывалась бы от такого предложения. Во Вьетнаме преподавать английский могут как носители языка, так и не носители. Для трудоустройства вам нужно предоставить определенный список документов. Это диплом о высшем образовании, справку о несудимости, medical check, это справка о состоянии здоровья, которую вы получаете здесь, во Вьетнаме, справку с предыдущего места работы. Она не всегда нужна, но некоторые компании ее требуют. Справку о том, что у вас есть опыт работы учителем не менее 3 лет. Сертификаты TEFL или TESOL. Также могут потребовать сертификат IELTS или любой другой на знание английского языка с уровнем C1, C2, реальная копия вашего паспорта, загранпаспорта, по которому вы приезжаете во Вьетнам. Если вы хотите официально устроиться на работу во Вьетнаме, вам обязательно нужно иметь диплом о высшем образовании. Конечно, сегодня есть те, кто устраиваются на работу без диплома, но это гораздо сложнее, и это делается на данный момент только при помощи агентов и за дополнительные деньги. Если же у вас есть диплом о высшем образовании, причем у вас в дипломе должно быть прописано обязательно, что вы являетесь учителем английского языка и литературы. Если даже у вас будет написана филология в графе «специальность», некоторые работодатели могут посчитать это недостаточным и, соответственно, требовать с вас, возможно, какие-то дополнительные документы, например, ту же справку с предыдущего места работы, что вы действительно работали учителем, либо могут потребовать, допустим, IELTS, либо любой другой сертификат. Например, у меня есть магистерское образование в сфере немецкого и английского языка, и у меня прямо прописано в дипломе, что я могу преподавать, то есть я учитель немецкого и английского языка и литературы, и, соответственно, я не предоставляла ни дополнительную справку с места работы, ни даже сертификат на знание английского языка, потому что, видимо, мое образование подразумевает, что я его хорошо знаю.
Но так как со мной это работает далеко не всегда, если у вас, повторюсь, не прописано, что вы учитель в дипломе, вас могут потребовать какие-то дополнительные документы. Все ваши документы должны быть переведены на вьетнамский язык и нотариально заверены. Касательно диплома, у России и Вьетнама есть соглашение о взаимном признании документов, поэтому, возможно, не нужно будет легализовывать диплом в посольстве. Для всех остальных стран нужна легализация диплома в посольстве вашей страны. Как устроиться на работу во Вьетнаме? Вообще, по вьетнамскому законодательству вы не имеете права работать в школе, если у вас нет официального разрешения на работу. Но по факту далеко не все учителя имеют разрешение на работу. Это уже, конечно, их собственный риск, поскольку могут проходить проверки по школам, и, соответственно, если вдруг вас поймают о том, что вы работаете неофициально, в лучшем случае это может быть штраф, а в худшем это может быть депортация из страны, это может быть внесение в черный список. Это зависит все от настроения миграционной службы. Но, тем не менее, эта тенденция пока сохраняется. Сейчас гораздо больше компаний стали оформлять учителей на работу официально, и больше учителей стали это делать, поскольку законодательство ужесточилось, проверки по школам стали ходить немного чаще, чем раньше, поэтому уже все больше и больше людей получают разрешение на работу. В некоторых случаях люди продолжают работать неофициально, они числятся как cover teachers, то есть они просто берут уроки в школах, получают за это зарплату, но при этом не подписывают никакой официальный контракт со школой, никак не фиксируют свои отношения. Если вы работаете официально, то, конечно же, вы подписываете со школой контракт, где прописаны все ваши обязанности, условия работы, ваша ежемесячная зарплата, в какое время она выплачивается, ну и так далее. У официального трудоустройства однозначно есть преимущество, поскольку, когда вы работаете официально, вы получаете разрешение на работу, и у вас есть возможность получить карту резидента, Temporary Residence Card, сроком до 2 лет. Срок действия Temporary Residence Card зависит от срока действия вашего разрешения на работу. Если, скажем, ваше разрешение на работу выдано на 1,5 года, соответственно, и карта резидента будет выдана на 1,5 года. У вас уже будет постоянная виза, которая действует минимум год, а может быть и 2. Это очень здорово. Также, если вы эмигрируете во Вьетнам с семьей, и если один из членов семьи официально устраивается на работу, то он может подтянуть других своих членов семьи, а именно мужа, жену или ребенка, и оформить на них семейную визу. То есть вы, как официальный сотрудник, получаете разрешение на работу и карту резидента, а потом ваши члены семьи получают семейную визу на основании вашего TRC. Это очень удобно, поскольку, опять же, не надо переживать за визы. Вы можете просто получить сразу документ на длительное проживание, и если вы постоянно работаете в одной и той же компании, если вы продлеваете каждый раз свой контракт, ну, скажем, каждый год или 2 вы продлеваете свой контракт, то, соответственно, и ваша виза будет продлеваться. На самом деле, это довольно рабочий и стабильный вариант, могу сказать, по своему собственному опыту. Также при официальном трудоустройстве у вас есть определенные социальные и юридические гарантии. Так, например, работодатель может вам сделать социальную и медицинскую страховку, может платить за вас налог, и, соответственно, вы имеете больше прав во Вьетнаме. Некоторые компании во Вьетнаме оплачивают больничный и отпуск учителю, но это скорее исключение, чем правило. Стандартно в компаниях нет оплачиваемого больничного или отпуска, поэтому болеть либо отдыхать учитель будет за свой счет. Вы можете искать работу 2 способами. Разместить свое объявление на Facebook и мониторить вакансии в специальных пабликах на Facebook, либо же обратиться к агенту, который помогает с трудоустройством в различные школы Вьетнама, и найти работу через агента. Список пабликов, в которых вы можете зарегистрироваться и попытаться самостоятельно найти работу, в описании под видео. Работа через агента имеет свою специфику, поскольку агент обычно берет свою комиссию с вашей зарплаты. Например, в школе требуется учитель английского. Школа подает заявку агенту на поиск такого учителя. Агент находит вас, но при этом платит вам зарплату гораздо ниже заявленной. Например, школа готова нанять учителя за 500 тысяч донгов в час, а агент предложит вам ставку 400 донгов в час. При этом вы даже не будете знать, какая реальная ставка в вашей школе. Вот, соответственно, вот эта вот разница и есть комиссия агента, которую он будет получать каждый месяц
с вашего трудоустройства в эту школу. В этом есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, если у вас возникнут какие-то конфликты со школой, с самой школой непосредственно, куда вы трудоустроились, потому что бывают всякие ситуации. Если вдруг по каким-то причинам вам не подошла школа, агент может вам предложить другой вариант, и, соответственно, вы можете спокойно из одной школы перейти в другую, и вы практически ничего не теряете. У вас будет та же ставка, то есть те же условия, ну, то есть, может быть, environment ваш будет более подходящим для вас. Если же вы работаете напрямую со школой, то есть если вы сами трудоустраиваетесь, в этом есть определенные риски, поскольку если в таких крупных городах, как Ханой, Хошимин и Дананг, еще есть варианты работы в разных школах, и вы можете сами устроиться на работу, уволиться, найти другой вариант, то, скажем, если вы приезжаете работать в провинцию самостоятельно, это может быть большим риском, потому что в провинциях школы не всегда ответственные, они могут задерживать зарплату, например, они могут давать вам гораздо больше уроков, чем изначально было заявлено. Также в провинциях, например, принята не почасовая ставка, как в крупных городах, а единая зарплата за месяц. И вот в эту единую зарплату, вот в эту определенную сумму, на которую вы договариваетесь, помимо заявленных уроков, вам еще могут кидать различные там дополнительные активности, проверку тестов, причем не 3 теста, там будет прям большая проверка тестов, подготовку заданий, какие-то мероприятия, которые изначально в ваши планы не входили, да, и в ваш контракт тоже не входили. Поэтому, с одной стороны, агент помогает регулировать такие вопросы, то есть если вдруг что-то не устраивает, то есть через агента можно как-то договориться, поскольку агент — это посредник между вами, иностранным учителем, да, и школой. С другой стороны, минус в том, что вероятнее всего вы будете получать зарплату ниже, чем могли бы получать, если бы вы трудоустроились сами. Сколько зарабатывает учитель во Вьетнаме? Зарплата учителя английского варьируется в зависимости от квалификации, опыта работы, носитель это языка или нет, также наличие высшего образования. Зарплата не носителя языка в провинции в среднем от $1100 до 1600 за 100 часов работы. Если говорить про носителей языка, их ставка может быть до $2500 и выше. В крупных городах не носитель языка может зарабатывать примерно $1800–2000, возможно даже чуть выше, за 100 часов работы. Также бывают единые суммы зарплаты. Когда вы приходите на работу, у вас прописана четкая ставка в месяц, то есть не почасово, а в месяц. Но нужно быть внимательными и нужно читать контракт и обсуждать с работодателем возможные дополнительные активности, которые будут входить в эту сумму. Потому что когда у вас почасовая ставка, чаще всего вы просто приходите, отводите урок, максимум иногда вы участвуете в небольших мероприятиях или там проверяете домашние задания, но тоже не очень много. Если же у вас единая фиксированная ставка, то чаще всего в нее входит также составление планов уроков, проверка тестов, участие в различных мероприятиях, возможно, какие-то еще дополнительные активности от школы. Поэтому очень важно это сразу обсуждать на моменте трудоустройства. Также крайне важно читать контракт при трудоустройстве, поскольку в контракте школа может прописывать, например, суммы штрафов. Если вы заблаговременно решите уйти из компании, вы, возможно, будете платить штраф за ранний уход. Возможно, также будут прописаны какие-то штрафы, скажем, за опоздание, за неправильное ведение урока. То есть всякое может быть, поэтому вы обязательно должны читать свой контракт. У каждой школы свои требования. Помимо штрафов в контракте также может быть пункт, что, например, если вы хотите заблаговременно уволиться из компании, вы должны сами себе найти замену. И обычно замена ищется в течение 2–3 месяцев с момента подачи заявления об уходе. Конечно же, далеко не все школы прописывают огромные суммы штрафов или просят найти замену за 3 месяца до увольнения, но очень важно читать контракт и прямо подчеркивать все пункты, которые вам не нравятся, и пытаться их поменять. Что вам не нравится, вы сразу обсуждаете с работодателем. Если работодатель не хочет идти вам навстречу и не хочет менять явно сомнительные пункты контракта, стоит серьезно подумать, нужно ли вообще продолжать отношения с таким работодателем, поскольку если даже на этапе трудоустройства уже есть какие-то подводные камни, уже есть какие-то сомнения, недоговорки, возможно, то дальше будет только хуже. Работа учителем английского во Вьетнаме несколько отличается в крупных городах и в провинциях. Так, в
крупных городах Ханое, Хошимине и Дананге нет проблем с трудоустройством. Вы просто находите компанию, которая вам нравится, устраиваетесь в нее, работаете. Если вас все устраивает, вы продолжаете работать. Если вас что-то не устраивает, вы увольняетесь, ищете новую вакансию. По крайней мере, судя по объявлениям на Фейсбуке, с этим нет проблем в этих городах. Единственное, что в Дананге чуть меньше вакансий, чем в Ханое и Хошимине. С работой в провинциях ситуация обстоит несколько по-другому. Обычно в провинциях катастрофическая нехватка учителей, потому что практически никто не хочет туда ехать работать. Соответственно, школы пытаются завлечь учителей различными плюшками. Они предлагают хорошую зарплату, бесплатное проживание, бесплатное предоставление байка, возможно, еще какие-то там социальные бонусы. Но, к сожалению, далеко не всегда они сдерживают свои слова. Они далеко не всегда действительно предоставляют то, что они пишут в своем объявлении, и даже то, что они могут говорить вам на собеседовании, особенно если собеседование проводится онлайн. По факту могу сказать из своего собственного опыта, если вы приезжаете работать в провинцию, в качестве жилья вам может достаться комната в самой школе. На нижних этажах это будут классы, на верхнем этаже это будет комната для учителя, где он живет. Мы с моим мужем устроились на работу в Хайзон, это город недалеко от Ханоя, но это уже считается провинция. Нам попался именно такой вариант. То есть у нас был кампус примерно на 5-6 этажей, ну примерно как вот этот кампус у меня сейчас, но там на верхнем этаже как раз было 2 комнаты, где жили учителя с общим санузлом. И фактически ты все время живешь в учебном заведении. На первом этаже есть кухня, на последнем твоя комната. В этой комнате была исключительно только кровать, маленький шкаф, стол и стул. Все, там больше ничего не было. Ни холодильника, ни каких-то там еще принадлежностей, вообще ничего. Комната выглядела довольно убитой, грязной, и такое ощущение, что там не убирали просто веками, не то что днями. Вам может попасться такой вариант. Это считается бесплатный accommodation, тот самый, которым вот пытаются завлечь в провинции. Бывают другие случаи. У меня есть друзья, которые работают в провинциальном городе. Этот город не маленький, но тем не менее это уже не Ханой, не Хошимин, да, это уже считается менее крупный город. Компания предоставляет им нормальные квартиры. То есть учителя живут в двухкомнатных квартирах, то есть у каждого из них отдельная своя комната, ну и, соответственно, общая кухня, общий туалет в одной квартире. Но, по крайней мере, это отдельная полноценная двухкомнатная квартира, где можно нормально жить, где каждое утро в 7:30 утра ты не просыпаешься от криков детей. Поэтому, когда вы устраиваетесь на работу во Вьетнаме, особенно если вы хотите попробовать устроиться в провинцию, прям жестко уточняйте эти моменты при трудоустройстве. Какое действительно жилье вам предоставят? Действительно ли есть вот эти все социальные плюшки, которые они обещают? Часто они еще обещают, например, бесплатный байк, но, опять же, в нашем случае, когда мы приехали в Хайзон, этот бесплатный байк нам достался только на 5-й день в лучшем случае, и то после очень длительных переговоров. У нас не было тогда ничего, у нас не было ни своего байка, ничего совсем. Вот. И чтобы вы понимали, это было даже не сам город Хайзон, это было где-то за Хайзонгом, то есть это была какая-то небольшая такая коммуна, где вот эта школа находилась. То есть, чтобы просто пойти арендовать байк, это тоже было довольно сложно сделать. И сама школа не слишком спешила нам предоставлять транспортное средство. Те, кто не был во Вьетнаме, возможно, не знают, что здесь основное перемещение по Вьетнаму происходит на байке, особенно если это провинция, и вам надо доехать до рынка, до магазина, вы обычно используете байк. Какие еще могут быть подводные камни при трудоустройстве? Некоторые компании требуют паспорт с учителей, чтобы они оставляли свой паспорт для оформления документов, то есть для оформления разрешения на работу и карты резидента. На самом деле я не рекомендую оставлять свой паспорт никому, даже если компания выглядит очень презентабельно, даже если она вызывает у вас доверие. Ни в коем случае не оставляйте свой паспорт никогда для оформления документов. Для того, чтобы оформить вам разрешение на работу, работодателю достаточно нотариально заверенной копии вашего паспорта. То есть вы вместе с вашим пакетом документов просто отдаете нотариально заверенную копию, и все,
ваш паспорт им не нужен, департаменту труда он тоже не нужен. Когда уже настанет момент получения карты резидента, и нужно будет, соответственно, паспорт ваш отнести в миграционную службу, тогда уже, опять же, желательно, если есть такая возможность, пойти в миграционную службу вместе с работодателем и лично отдать паспорт миграционному офицеру. Это очень сильно обезопасит вас от мошенничества, потому что, к большому сожалению, здесь встречаются компании, точнее школы, которые забирают в залог паспорт учителя и не возвращают, пока учитель не отработает свой контракт. Понимаете, если вы вот так вот устраиваетесь на работу, вы подписываете контракт на год, особенно если это провинция, да, куда вы едете фактически вот с нуля, вы не знаете, что вас ждет. Ну и вдруг вот вы работаете месяц, два, три, и вас что-то не устраивает, да, и фактически вы не можете уволиться, потому что вам работодатель просто может не вернуть ваш паспорт. Он будет его держать в заложниках, пока вы не доработаете свой контракт. Таких случаев, к сожалению, довольно много. Особенно это касается провинциальных компаний. Я сейчас не хочу никого пугать, то есть это не прям тенденция, но есть такие случаи. Я не могу сейчас сказать, какая компания так делает, какая не делает. Это небольшой рандом в этой ситуации. Просто не нужно никому оставлять свой паспорт, и вы сами себя обезопасите. То же самое касается и других оригиналов документов. То есть для того, чтобы, например, получить разрешение на работу, вам нужна нотариально заверенная копия диплома. Единственное, что справку о несудимости, да, вы отдаете оригинальную, но в случае, даже если вас что-то не устроит, получить новую справку о несудимости не составляет труда. Вы можете пойти в свое посольство, либо вы можете даже получить эту справку внутри Вьетнама, если вы уже прожили в стране больше, чем полгода. Это не проблема. Самые, конечно же, важные документы — это диплом, ну и паспорт — это прям самый-самый важный ваш документ. Школы, к сожалению, не всегда выполняют свои обязательства еще и в плане обеспечения учителей рабочими материалами. Бывает так, что вы приходите в класс, а у вас нет вообще ничего. Ни флеш-карт, ни игрушек, ни каких-то там проекторов, телевизоров, чтобы что-то с детьми сделать. И вы фактически либо должны сами приносить материалы на урок, либо же просто исходить из того, что есть, и объяснять материал как-то на пальцах. Бывает и так. Это тоже не есть хорошо, потому что нормальные школы сейчас уже пытаются предоставлять материалы, они уже закупают флеш-карты, какие-то игрушки, чтобы все-таки у учителя было хоть что-то, с чем он мог бы работать в классе и преподавать урок. Итог. Стоит ли ехать преподавать во Вьетнам? Если вы начинающий учитель, либо даже учитель с опытом, я думаю, Вьетнам станет для вас очередной точкой отсчета в вашем карьерном росте. Преподавание в другой стране, особенно в азиатской стране, сильно отличается от преподавания в своей родной стране, где так или иначе вы преподаете язык своим же соотечественникам, и вы в любой момент можете объяснить какой-то материал на своем родном языке. Здесь уже так не получится. Как минимум, это уже дает возможность для более быстрого роста и для получения очень интересного, незабываемого опыта, который вы никогда не получите в своей родной стране. Поэтому, на мой взгляд, однозначно стоит попробовать приехать во Вьетнам, попробовать свои силы в преподавании, особенно если у вас есть диплом о высшем образовании, особенно если вы по образованию педагог, учитель английского языка. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если у вас остались какие-то вопросы насчет преподавания во Вьетнаме, пишите обязательно свои вопросы в комментариях. Советую вам посмотреть 3 других видео, которые я записала специально для учителей. Это как преподавать Кинди, Kids и Teens Level. Пожалуйста, также посмотрите их, если вы хотите приехать сюда преподавать, чтобы сразу понимать, как вести уроки на разных уровнях и, соответственно, уже быть во всеоружии при трудоустройстве во Вьетнаме.